представить бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который нашел в себе мужество покинуть или по-военному сказать, дезертировать из состава Вооруженных сил Украины и перейти на нашу сторону. Я хочу представить Пируса Богдана Ярославовича. Богдан, подходи. Не часто у нас происходят такие встречи, чтобы было более у нас живой диалог, чтобы потом нас не обвинили о том, что мы тебя заставили что-то говорить, тебя пытали, руки могу даже показать целые. Богдан, скажи, пожалуйста, вот о себе вот вкратце расскажи, сколько лет, откуда призывался в Вооруженные силы Украины, ну, сами такие вещи. Сам я с Донецкой области, Старобешевский район, село Песчаное. Призывался я 2013 года, 21 октября, на срочную службу. На год. Призывался, я служил в армии год и 1 месяц, служил, потом после этого подписал контракт с надеждой, что я сбежу с армии, потому что мне как не хотела командование увольнять, потому что я как считался с Донецкой области. Она меня не хотела увольнять. Я из-за этого подписал контракт и сбежал с части. Потом поехал в Тернополь, у тетки там у меня есть тетка в Тернополе. Работал у тетки в Тернополе, зарабатывал деньги, потом решил поехать подзаработал немного денег и решил проехать на Луганск. Может, хватало денег только на Луганск проехать. Я попытался проехать на Луганск, Харьков отправлялся автобус. И на украинской границе меня уже задержали. Украинская граница уже меня там задержали и дали мне 1,5 года дисциплинарного батальона. Так, подожди, Богдан, я правильно понял? Ты переезжал с территории Украины на нашу сторону, да? По территории Украины? Да. И ты слово сейчас употребил, граница. Ты считаешь, что на тот момент уже граница существовала, да? Да, я правильно понял? Да, граница там была. Это значит, Украина фактически уже отказалась от этих территорий, посчитав, что это уже не их, если они уже сделали границу. Да, но там была граница. Интересно. Дальше что происходило? Потом меня отвезли уже на гауптвахту. После этого я буквально сутки пробыл в Харькове, сутки. Меня отвезли уже в Киев, в центр Киева, Зеленогорская 4, отвезли меня в центр Киева и посадили меня на гауптвахту. 3 месяца я пробыл на гауптвахте в одиночной камере. Потом, после 3 месяцев, судья уже приговорил мне 1,5 года дисциплинарного батальона. Когда я уже отбыл свое покарание, я уже вышел, меня приехали, забрали обратно в ту часть, где я служил в Киеве, в Рамбаде. Приехали, меня обратно забрали. После этого меня уже командование сказало, что я тебя, говорит, замкну туда, говорит, и тебе будет плохо, говорит, ты будешь жалеть всю жизнь, говорит, что ты избежал счастья. Они меня переправили в 59-ю бригаду, которая отправлялась в зону АТО, тогда отправлялась. Я там побыл 2,5 месяца и договорился с начальством, что куплю большую боксерскую грушу, набор ключей, и он меня уволит по рукавой. Я с ним договорился, я ему купил эту боксерскую грушу, набор ключей, головок этих. Выпил, может, с бутылку я выпил сам, меня отвезли на затулку, задули меня, показало, что я неуравновешенный, и сказали, что через 2 недели мы тебя уже уволим. Я сдал оружие полностью, все боекомплекты, все сдавал, и меня через 2 недели уволили. И я поехал до тетки обратно, подзаработал денег на проезд и через Москву, потому что я боялся ехать через блокпосты, боялся, потому что мало ли что оно такое, могли бы не пропустить, могли бы пропустить, чем черт не шутит. А я ехал уже через Москву, ехал до Юрки на заработку, до сестры мужа ехал. Оказалось, что там работы пока нету. И он меня отправил уже домой. Скажи, пожалуйста, а мама у тебя весь период, ты с ней как-то связывался, она знала, что с тобой, что там сидишь в тюрьме, что-то, она знала об этом во всем? 3 месяца она не знала, потому что нам не давали звонить, потому что я 3 месяца просидел в одиночной камере, никуда не выходил, и людей не видел 3 месяца. И телефонные звонки запрещали, только мне запрещали телефонные звонки. Всем давали звонить, раз в полмесяца давали звонить на час времени, а мне не давали. А можно тебе еще такой вопрос? Вот ты
причина? Хотел приехать домой, у меня там, в принципе, ну, нет такого ни родственников, ни друзей, никого, кроме тетки, но тетка там, что тетка, она зарабатывает на свете, там тяжело очень зарабатывают люди. А я хотел домой, у меня тут дома, тут у меня все, тут моя жизнь, тут семья, родичи, друзья, одноклассники, одногруппники, ну, тут мое все. В принципе, вы вот услышали историю человека, который прошел испытания. Если есть вопросы, пожалуйста, можете задавать, я думаю, Богдан на них вам ответит. Ну, вот вы когда в Мариуполе были, в городе, да, ваша часть? Да, находилась? самому Мариуполе. Ну, а вот ваше передвижение по городу было, как вот люди вообще относились к вам там в Мариуполе? Ну, люди относились к военным, очень плохо относились, они не любили военных, потому что там, ну, как по рассказу там других офицеров, что там были, то в 14, 15, 16 году там какие-то раньше стояли, другие войска стояли, и они там очень часто сильно занимались, что там молодежь, там, короче, насилие, там, разбой было, ну, короче, люди на них очень плохо на них были, влияют, на военных. Ну, это я туда добавлю, если этот берем период, это у нас 36-я пиляна морской пехоты, это батальон, потом полк Азов и различные правый сектор. Очень много на тот момент там были у нас еще и наемников иностранных. Это тот период. Мы тогда тоже об этом часто говорили, что были такие моменты. Еще какие вопросы? Сейчас какое состояние моральное среди военнослужащих украинской армии? Ну, как сказать, среднее такое, но там большинство, что только деньги и все, потому что у некоторых кредиты, некоторых зарплаты, семьи, там большинство денег. Морально у них там зарплата пришла, 2-3 дня пьют такой. Еще какие вопросы? Чем ты собираешься сейчас заняться? Работать, Кем, где? кем устроиться. А вообще профессия какая-то была? Да, электровозостаж. Ну, и я думаю, на строительство куда-нибудь пойти. На строительство, охрану. Попробовать пожить. А известны тебе какие-нибудь факты преступлений украинской армии? Не, ну знаю, сколько там, что командование сколько вывозило из Широкина, тогда мы были, ну я туда не выезжал ни разу, меня постоянно держали в части, я только разгружал, там, заметал, убирал, но меня никуда не выпускали. Но то они часто очень привозили оттуда мебель, очень часто. Мебель, металлолом, именно Широкина, там где разбитые дома, там же никто не живет. И привозили очень часто мебель, ну и отправляли по домам. Еще какие вопросы? А само обеспечение, вот, части, Ну, обеспечение там форму давали раз в 8 месяцев, там форму. Мне когда пришел туда, мне сразу форму с мою старую сняли форму, бо я и ходил 2 года в этой форме. Что на дисбате ходил, и после дисбата уже ходил в этой форме. Мне дали новую форму. А насчет приема пищи, ну там, что приготовишь, что и будешь есть. Мы там сами себе готовили. Скажи, пожалуйста, сталкивался ли ты по роду службы или на передовой, или где-то, или по подготовительных частях с иностранцами, военными, инструкторами и так далее? Но иностранцы это любые граждане, которые не являлись гражданами Украины. Не, с такими я не связывался ни разу. Ну, может быть, знаешь, что присутствовали, может, ты слышал что-то? Мы когда были на Лешевских песках, когда еще до полигона в отправлении в Мариуполь на Херсонскую область, на Лешевские пески, то мы тогда ходили, нас было тогда 56 человек, но там было пожелание, на полигон мы ходили. Там было до 15 человек, там было каких-то людей, но они типа тоже в пиксельных формах, все. Но они были балаклавы. Даже, они не разговаривали ни с кем, ничего, то они выстрелились, там 3-4 патрона они выстрелили и все. Они в столовую приходили, там 2-3 человека, но постоянно они в масках приходили, но они ни с кем не разговаривали. Они считались типа как элита какая-то. Но они не разговаривали ничего, и там в палатку к ним нельзя было заходить, там к ним почти в палатку никто не заходил. Они под отдельной охраной получается? Да, там в палатке там стояли там эти таблички, что не входить, там строго запрещено, там разные. Но мы там не ходили, мы там оно нам не надо было туда лезть. Еще вопросы есть? Скажи, украинские военнослужащие понимают, что воюют не против российской армии, а против своих сограждан? Понимают, но дело в том, что у каждого, еще повторю этот вопрос, у каждого свои проблемы, деньги. Нет, тут вопрос в другом, я так понимаю, заключается, потому что
пропаганда нагнетает ситуацию в том плане, что Украину оккупировали российские войска, и что Украина воюет с Россией. Они понимают, что здесь не Россия, здесь вот такие же. Вот я житель Донецка, я здесь вырос, да, я здесь остался жить. Я за это речь. Ну, понимают они, конечно, ну, там большинство, ну, там идут все большинство за деньги. Они, конечно, понимают, но деваться им некуда. Им деваться некуда. Они понимают, они идут. Чем больше им денег предлагают, тем больше они идут. А вот вопрос, когда у тебя срок закончился нахождения в дисбате, ты опять по контракту пошел или как? Каким ты числился? Как мне вот это интересно. Ну, я же подписал контракт и сбежал уже с части. Когда меня посадили, оказалось, что відбування покарання в дисциплинарном батальоне не зараховывается в срок службы. Ну это понятно. И И- получается, по контракту, ты дальше как бы служил по контракту. Да. Да? 1,5 года, я, по-моему, можно сказать, так потерял просто 1,5 года. Оно никуда не считывается. Еще есть вопросы? Деньги, получается, единственная причина, по которой вот, украинские солдаты продолжают воевать против народа Донбасса. Ну, получается, что да. Потому что патриотов, я почти что сколько там был, там патриотов я ни разу не встречал. Патриотов. Ну, может так такие люди были, ну, сколько я там находился, то патриотов я ни разу не встречал. Ну смотри, вот ты просто сказал о том, что события, которые были 14, 15, 16 год, конкретно Мариуполе, да, так называемая зона АТО, то, что где линия соприкосновения недалеко. А ты говоришь, негативно местное население относится к военным. А вот дают же увольнение, следить магазин или что? Они что, по форме ходят или как-то переодеваются или что? Ну Нет. как скрывают они о том, что вот он военный? Или они этого не скрывают? Переодевается, один человек переодевается в гражданскую форму, один человек, ему дается там час времени, и составляют полностью список, кому что купить. Дают деньги, и один человек идет, переодевается в гражданскую одежду, не военную, там военную никто не выходит. Вообще никто не ходит, да? Не. А скажи, а были случаи, когда гражданское население за какие-то правоправные действия, тех военнослужащих, которые находились на загранице, мы берем Мариуполь, да, потому что Мариуполь как бы последнее место службы, что не выдержав каких-то действий по отношению к себе, к родным, вот ты говорил, там, девушек воровали, насиловали, гражданские как-то предпринимали действия к ним? Что-нибудь слышали? Потому что мы об этом озвучили. Нам говорили, это ложь, этого не было. Вот что-нибудь из этой серии. Ну, раз такое было, что я все равно, я был тогда в этот день части вечером уже, то, ну, гражданские люди тогда кинули гранату прямо в часть, через забор. Это, насколько я помню, это было такое. Понятно, вы услышали, как население любит украинскую армию. Кидают гранаты, это значит, просто, любовь просто великолепна. Какие еще вопросы есть, Богдан? Не хочешь вернуться по обмену? Нет. А ты бы захотел? Не, я же вначале же не просто так сказал, что человек нашел в себе мужество сделать определенный шаг. Я думаю, второго мужества такого он уже не выдержит. У меня тут семья, у меня тут родные близкие. Ну, там я уже устал скитаться. За копейки работать, там, чтобы прожить. Скажи, пожалуйста, из каких районов Украины были твои сослуживцы? Вот откуда люди, откуда ребята? Ну, когда я призывался в 2015 году, то нас было 13 человек из Донецкой области, когда мы призывались, потому что мы когда приехали в Киев, там, ну, мы приехали, 13 человек мы ехали. А так были большинство из Киева, Львов, Винница, Одесса. А вот судьба этих 13 человек тебе известна? Ну, половина там вроде оставалась, ну, в Волновахе и в Мариуполе, вот, сколько я знаю, там трое, они уволились вроде по состоянию здоровья. Там есть один пацанчик, ну, я с ними давно созванивался, и когда еще на дисбате был, то созванивался с частью, ну, там, с друзьями своими бывшими. То они рассказывали, что там одного побили, он сам с Волновахи, на Сокальске. Его там побили, там, ну хорошо там его побили, что он уже там возле метро отобрали, короче, все деньги отобрали у него, и его по состоянию здоровья уволили, потому что он уже дальше не смог проходить службу. А остальных я даже не знаю. Пооставались в части, когда приехал, там было пару человек, но остальные я не знаю, я за остальных не спрашивал, потому что там меня документы там собирали. А их не отправляли сюда воевать?
Нет, это я не знаю. Не знаю. Это я не знаю. То есть это в Киеве, да, произошло? Мгм. Да, это он в Киеве, под Киевом служил, это в Киеве произошло. Есть еще вопросы? Какое общее моральное состояние среди военнослужащих украинской армии? Есть ли проблема с наркоманией и алкоголизмом? Подробнее, если можно, этот вопрос осветить. Моральное. Ну, морально они просто, что они не выдерживают просто этой нагрузки, потому что каждый день вот это, чем больше платят, тем больше нагрузка идет с командования Богу командира. Они больше дают массу на не то, что на физической мораль, а морально-психологичный стан. Они дают больше нагрузки. Крики вот эти вот, чтобы не лежать, не сидеть, не курить. И там, если в неположенное время там покурил, там офицер тебя увидел, они не бьют, не ругают, ничего. Они пошли, просто там записали Дагана, 1400 минус. Вторая Дагана 3800. Третья Дагана ты получаешь в месяц 800-600 гривен. Выехал, что тебе полагается там в этом контракте. А ты имеешь в виду, существует официальная шкала штрафов? Ну, получается, там как идет, вот, когда ты подписываешь контракт, там у тебя есть оклад. Там ну, разный, просто в зависимости от срок службы, посады и звания. Допустим, обычный солдат, там у него идет по контракту, если идет, там, ну, 700 рублей идет гривен. А остальное это уже все до 7 тысяч, до 8 накапливается уже как премия. Надбавки. Надбавки на зарплате, да. И получается, человек, когда подписывает контракт, он сразу подписывает, что он готов отдавать деньги за какие-то провинности, да, которые командир считает наложить. Да. Это нормально. Да. А другие какие-то поборы вообще существуют? Ну, там уже идет стягнення, если он уже там месяц-два, то там уже к нему применяется стягнення. Стягнення это может посадить его на гопахту на 15 дней. Нет, это мы понимаем, дисциплинарное наказание по уставу, а я имею в виду денежном эквиваленте. Тут сборы какие-то есть, кроме штрафов? Сборы, ну, там, На питание, на форму, на топливо, на дни рождения, я не знаю, на что угодно. Нет, только собирают только на питание, ну там, сколько там, 150 же, 100 гривен там в месяц. Ну там автоматически зарплата принимается. Все, короче, с тех денег, что вы выплачиваете. Да, да, да. А ты все время говоришь, что ради денег люди пошли. А сколько тогда вот сейчас получается украинский солдат получает, если он здесь воюет? Ну когда я последний раз был, то 7400, 7. Это максимум, да? Это А с если- боевыми, со А всеми, если с да? боевыми уже там, ну там зависимость от линии идет, там если нулевая линия, то там двойная зарплата, там идет уже там 14-15 тысяч. Первая линия там 12-13 тысяч. Третья линия там Ну понятно, чем дальше в глубину 9, территории, тем меньше платят, 9, да? 8, да. А С наркоманией и алкоголизмом, вы рассказали, есть проблемы в украинской армии? Ну, у меня знакомые есть, то там были, то да, там большинство, ну, алкоголь не сильно, а большинство там траву такое. А, Колесики, жидкость, махнет, понятно. Еще вопросы есть? С тербатами приходилось общаться с представителями Азова, Айдара, правого сектора? Нам там было запрещено общаться, там, нам только приезжала прокуратура и потом вопросы не задавали, они сами ну, приезжали, сказали нам, там, что вот будьте свое покарание, там, у вас нигде это числиться не будет и все. А так нам не разрешали, там, с другими, там, что приезжали, нам не разрешали с ними общаться. Даже если какие-то люди там в гражданской форме приезжали, нам, ну, нас просто не выпускали. Мы сидели, как говорится, как курятники. А общее отношение вот, солдат ВСУ к вот этим вот националистическим батальонам, какое в вашей среде было? Ну, там, получается, они там не очень сильно относятся хорошо к Азову, Айдару, там, потому что они там знают, что там, я там слышал по рассказкам, там, в 2014-2015 году, то когда они выходили, они постоянно стояли Азов, этот Айдар стоял на второй, там, третьей линии стоял, потому что когда солдаты украинской армии возвращались обратно, они им не давали, типа, зайти. Ну, то, что мы неоднократно рассказывали о том, как заградотрядами тогда они были. Ну, там сказать, что такое сильное дружеское отношение, то нет. То есть конфликт существовал? Да. А вообще украинские военнослужащие хотят воевать и готовы воевать? Как вы считаете? Что сразу? Пусть
проще, ты, может, я его Богданом называю, ты сразу его это. Вообще, вот, реально, хотят войны? Ну, патриотов там сказать, так, если пошли, то хотят, наверное. Я в этом Ну, понятно, они я везде в этом не существуют, вникал, да. я- А вот с теми, с кем ты общался, да, ты просто подразделение вооруженных сил Украины, ты не добробаты, как в Украине называют. Вот в этой среде, где ты общался, не хотят, да? Вот это именно в этой среде, что я, ну, особо, ну, еще общался, то они... А вот эти события, которые сейчас в Киеве происходят, в Украине, как вот идет обсуждение, о чем говорите вот вы, как солдаты, да, обычные люди? Готовы поддержать то, что там происходит, не готовы, как к власти вообще отношения? Ну, я это не могу сказать, потому что мы мало к этому, ну, мало мы об этом разговаривали, то с коллегами там мало об этом разговаривали. А почему, боялись или просто... Ну, просто как, ну, просто зарплата приходила и все, просто день и все. Роботы. Просто роботы. Мы за это, ну, мало редко когда обсуждали, мы там, вот даже можно сказать практически про такой мы даже с ними не разговаривали, просто все были деньги. Деньги и всё. Ши- На каком языке вы общаетесь между собой, с командованием? Русский, украинский? Русский. Спасибо. А можно еще вопрос? Богдан, скажи, пожалуйста, какое участие в действиях военнослужащих ВСУ принимают сотрудники СБУ? Сталкивались ли вы с ними лично? Или, быть может, видели, как командование общается? Такого ни разу. Все, большое спасибо. До свидания. Спасибо, Богдан. Да, кстати, отчество, фамилия, год рождения, все это есть. Вот, вот, чтобы было понятно, что это ты.